Всем привет, друзья! Вы на канале Ленивый Турист. Сегодня у нас очередная заброшка города Барнаул. На самом деле, таких заброшек вон там вдалеке еще несколько. Но в одной из них по звукам кто-то сейчас обитает, потому что активно бьются окна и выкидывается всякий мусор из окна. Так что туда я не рискну идти, мало ли. Может, здание под снос идет, а может, кто-то просто из местных хулиганит. Здание полностью практически брошено. Повсюду выбиты окна. Так что ветер гуляет здесь, издавая страшные звуки дверей. Не знаю, что это было за здание. На вид фасад очень старый. Но внутри явно какие-то офисы находились. Хотя вот общее такое строение напоминает чем-то, не знаю, мне школу. То есть кабинеты такие. Но это вряд ли, потому что я уже заходил сюда внутрь на разведку, чтобы убедиться, что здесь никого нет. И на многих дверях написаны всякие таблички. Там недалеко идет стройка. Здесь, видите, нет. Сейчас покажу вам одну какую-нибудь. Такое ощущение, как будто здание брошено не так давно. Стремно. Повсюду покрышки грузовые валяются. Видимо, это какая-то контора была. Здесь опять же нету ничего. Помещения всякие. Видите, уже более-менее такие современные коммуникационные системы были проложены для проводов. Лампочки вообще еще висят. Ну, люстры, в смысле. Вот, смотрите, кабинет номер 4. Видите? Отдел общего обеспечения. Там вообще выбито окно. Здесь что-то. Банка с вареньем. Кто-то, видимо, швырнул ее в окно. Все трубы обрезаны. Вот, смотрите, еще служебное пользование, посторонний ход воспрещен. Это, видимо, туалет был. Да. Включатель. Унитаз. Все, это весь первый этаж. Видите, здание такое незамысловатое, построено как просто длинный коридор через все здание и кабинеты. Вот номер 3, номер 4. Что здесь было раньше, я не знаю, но это на проспекте Ленина. 154, что ли, дом называется. Тут вот какие-то диски компакт. Множество компакт-дисков выкинутых. Сигналка была. Дисков самих нет, только коробки.
Ну что ж, пойдемте на второй этаж. Здесь как будто специально что-то вырывали кусками. Видите, вот так вот идет. То есть нижнюю не трогали, а вот это именно вот эти части зачем-то вырывали. Вон там видно стойку за окном. Сейчас метель идет. Так что атмосфера такая себе. На втором этаже куда больше разруха. Здесь прям гипсокартон весь вырватый. Здесь, видите, уже более такая современная отделка была. Все в гипсокартоне. Ну, все, кто-то яростно пытался это вырвать. Ну, здесь офисы какие-то были. Видите, компьютеры, счетчики какие-то, непонятно что, датчики. Телогрейка чья-то тут. Вырватые розетки. Фанера, по-моему, подо мной. Надеюсь, я не провалюсь ни в какую дыру. Вон, кстати, видно. Вон то здание тоже заброшено. А вот то здание я снимал уже. Можете перейти на вот эту ссылку, она по аннотации вверху, и посмотреть, как там внутри. Но я там был, правда, очень давно, года 2 назад. Все вот так набросано. Розетки. Ё-моё. Здесь тоже туалет. Аналогично так же, как на первом этаже, видимо. Длиннющий коридор. По такому же принципу построен второй этаж. Там стоят. Не буду палиться лучше. Дверь, видите, прям хорошая, современная, с глазком закрытым. Было бы стрёмно, если там кто-то стоял со стороны, как в фильмах ужасов. Журналы автомобильные. Ну-ка, какой год? Ну тут, в принципе, довольно современные машины, Санта-Фе. Интересно, какой год издания? Вот. Январь 2014. 7 лет журнала. Повсюду офисная техника старая валяется. Также вырватый гипсокартон. Ну, в общем, ничего такого интересного, по сути. Видимо, здание готовят под снос. Как это все входит, как беспонтово, конечно. К счастью, таких заброшек в нашем городе становится все меньше и меньше. Почему к счастью? Думаю, потому что они не несут уже никакого смысла, а только представляют опасность. Потому что в них обитают, разводятся крысы, то есть санэпидемиологическая ситуация ухудшается.
В них, как правило, обитают бомжи. Тоже что можете. Вот, смотрите. Ответственный за противопожарную безопасность Сахаров ПА какой-то был. Тоже можете посмотреть видео мое, где я ходил по заброшке советской армии. Как раз таки там было все это вместе взято. И крысы, и бомжи. И, собственно, ничего хорошего в этом нет. Здание находится в легко доступном доступе. Любой желающий может так же, как я, сюда попасть. И это еще вот это здание, ладно, оно хорошо как бы выглядит, что здесь нету провалов, никаких потолков и полов. Это еще ладно. А вот есть, которая прям совсем в плачевном состоянии. И туда могут в легком доступе попасть дети маленькие, которые не понимают все-таки всей ситуации, что это чревато последствиями не только здоровьем, но еще и жизнью. Слава богу, пока я не слышал в новостях никакого случая в Барнауле, чтобы какой-то подросток погиб на заброшке. Но следует помнить, что по таким местам следует очень аккуратно ходить. У меня даже в комментариях многие писали, просили со мной сходить на какую-нибудь заброшку. Я как бы всем отказываю, потому что, ну блин, это я хожу как бы, я несу ответственность сам за себя. А когда ты идешь с кем-то другим, то ты несешь ответственность за него. И такую ношу я на себя брать, конечно, не готов. Так что вот как-то такой район нашего города. Вон заброшка. А нет, это живое здание еще. Ну, скоро будет заброшка 100 пудов. Вот так, на камеру тут показываю. Вот он, вот это. И вот это вот тоже заброшка. И посередине заброшка. Вон, кстати, видите, какой-то человек ходит. А там жилые дома, в принципе. А вон там вот проспект Ленина. И это все, в принципе, метров 300 от проспекта. Так что, в принципе, вот такое вот здание. Ничего необычного, сверхъестественного здесь нет. Просто старое здание, очередное, которое сносит. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что его когда-нибудь снесут. Потому что, судя по тем заброшкам, которые уже стоят десятки лет, наверное, и ничего с ними так и не происходит, только окружили забором, потому что там произошло убийство. И чтобы туда все-таки никто не лазил. Загородили все окна, двери, проходы, и, в принципе, вот все. То я надеюсь, что вот это вот просто скоро снесется и построятся вот такие вот красивые дома. Что, в принципе, как бы и происходит, потому что за этим домом с той стороны как раз таки идет стройка. Так что вот как-то так. Вот такое вот здание. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Всем до свидания.